Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, мы продолжаем сборку самосбора с кинематикой Core XY. Сегодня вас ждет очень много интересного по сборке и механики. Некоторые подписчики спрашивают, почему редко выходит видео с этим самосбором. Дело в том, что на данный проект я трачу огромное количество времени, сил, ресурсов и, соответственно, подхожу к этому вопросу очень серьезно. У меня нет никакой инструкции, нет никакого опыта в сборке данных принтеров, и этим проектом я хочу доказать, что даже такой простой человек, как я, без опыта инженерного какого-то образования, может не только собрать этот принтер, но и спроектировать его. А это, поверьте, достаточно большой титанический труд. Но чтобы данный принтер работал стабильно и точно, на него лучше поставить хорошие комплектующие от проверенных магазинов в Китае. Ссылочки на эти магазины вы можете найти под видео в описании. А мы переходим к сборке. Итак, друзья, моторы по оси X и Y мы будем крепить на торце профиля 20×40, в котором предварительно я нарезал резьбу. Само же крепление мы будем изготавливать из алюминиевой полосы 8×40, которую я купил в магазине alushop.com.ua. Это украинский магазин профилей. Кстати, спасибо ребятам из магазина за их лояльность, быструю отправку и скорую порезку, так как для меня время это очень важно. Еще раз, друзья, повторюсь, я не получаю никаких финансовых благ, скидок или же бесплатных товаров от этого магазина. За все плачу собственные деньги и могу подтвердить каждую покупку квитанцией. Так как наша пластина будет стоять на профиле 20×40, на котором предварительно уже нарезана резьба, нам нужно сделать два крепежных отверстия под винты М5. Для этого берем штангель и точно так же разграфичиваем нашу полосу. В итоге мы получили вот такой вот чертеж. Остается все накернить и просверлить. Использую китайский бур. Но на стойке это делать неудобно, поэтому перешел на тиски. Здесь намного эффективнее получается сверлить такие отверстия. Обязательно убираем заусенцы круглым напильником и проверяем наше отверстие в работе. Как видите, мотор вставляется великолепно. Для сверления таких больших отверстий лучше прикупить в Китае специальный бур. Он очень эффективен и всем его рекомендую. Ссылочки на него также скину под видео в описании. Сверлим крепежные отверстия под мотор и профиль 20×40. Обязательно делаем небольшие углубления под винты М5. Хорошо полируем, убираем все заусенцы, получаем хорошую, красивую, блестящую поверхность. И вот таким вот образом будет собираться наша конструкция. А теперь, друзья, давайте синхронизируем моторы по оси Z. Для этого мы будем использовать специальный замкнутый ремень, который пришел ко мне из Китая. И вот такой вот шкив с внутренним диаметром 10 мм, специально для вала СФУ. Одевается и фиксируется по бокам шестигранниками. Вставляем в жесткую муфту и в таком виде можно устанавливать на наш 3D принтер. Для натяжения ремня будем использовать специальный натяжитель. Это та же пластина 8×40 от магазина alushop.com.ua. В ней я просверлил два отверстия. Одно отверстие под Т-образную гайку для фиксации на профиле, а второй под шкив. В отверстие нарезал резьбу, а с обратной стороны зафиксировал гаечкой М3. В итоге получил вот такой вот натяжитель. Установив все комплектующие назад на принтер, натянув ремень натяжителем, мы получили очень достойный результат. Обратите внимание, как легко движется наша каретка стола, вообще без каких-либо косяков. А мы возвращаемся к изготовлению крепежа для боковых шкивов. Я также разграфитил пластину 8×40, поставил где нужно отверстие, накернил и, естественно, перешел к сверлению. Я зафиксировал обе пластины сразу в тисках, для того, чтобы получить максимальную точную повторяемость, а также получить качественно перпендикулярное отверстие. Если будет небольшой перекос, то ремень может на шкиве съезжать то вверх, то вниз. Поэтому для этих целей лучше, конечно, использовать вот такую сверлильную стойку из Китая. Также не забываем сделать небольшие углубления, чтобы спрятать головки винтов М5. После чего переходим к нарезанию резьбы. Здесь я использовал шуруповерт, но будьте аккуратны, потому что материал хоть и мягкий, но вязкий, можете сломать мечик. Специально для вас я решил сделать небольшой мини-стенд, чтобы показать, как будут устанавливаться эти пластины на 3D принтер. Как видите, конструкция получилась удачно и, в принципе, результатом я доволен. Ну а мы с вами продолжаем подготавливать все нужные комплектующие для установки на наш Core XY. Далее я перешел к изготовлению кареток оси XY. Правда, в дальнейшем меня ждало большое разочарование. Поэтому дальнейшее видео не для повторения, а всего лишь опыт для того, чтобы вы не наступали на такие же грабли и не делали точно так же. Я, конечно, буду все переделывать, но посмотрите, какой объем работы был проделан. Для усиления каретки сделал крепление в виде буквы Т. Но использовать пилку не рекомендую, это очень долго, поэтому перешел на болгарку.
Правда, пылюки огромное количество, я уже подумал сделать какой-нибудь пылесос, чтобы всю пыль собирать. С помощью болгарки и напильника сточил углы, все подогнал один к одному к нашей каретке. То есть наша Т-образная пластина является якобы связующей между профилем и кареткой. Также в данном крепеже сделал ряд отверстий, нарезал резьбу, установил все на рельсу МГН-12, зафиксировал винтами. После этого выставил все уголочком, надел шкивы и погонял немножко каретку. Мне все понравилось, летает просто великолепно, но это только на первый взгляд. Чтобы наша рельса не прогибалась, решил ее усилить П-образным алюминиевым уголком. Ее мы будем крепить снизу. Делал необходимые отверстия согласно нашей направляющей и зафиксировал это все винтами М4. В итоге все комплектующие для сборки нашей механики готовы и можно приступать к основной сборке. Кстати, общий вес каретки оси X и Y составил всего лишь 612 грамм. И это немного, поверьте. Первым делом установил моторы. После этого перешел уже к установке боковых шкивов. Далее поставил направляющие. Хорошенько выставил с помощью уголка и зафиксировал винтами М4. После этого, естественно, проверил качество работы направляющей. И здесь вообще просто супер. Направляющая летает, никаких закусываний, заеданий не происходит. Я уже обрадовался и решил праздновать победу. Но меня ждала первая неприятность. Ремень, который я купил в магазине Mellow Store, а он, поверьте, не дешевый, оказался коротким. Его длина 2 метра, а мне нужно было 2 метра и 3 сантиметра. То есть не хватило всего лишь 3 сантиметров. Но это в принципе не страшно, я-то его нарастил, но осадок, сами понимаете, остался. Поэтому берите лучше с запасом не по 2 метра ремни, а именно целиком там 4,5 или 5 метров. Далее порежете и у вас останется запас, и не будет таких вот казусов. На следующий день я уже использовал удлиненные ремни, все подсоединил, в принципе все работает вроде неплохо, все классно, но меня начали мучить какие-то сомнения. Дело в том, что каретка по оси X и Y передвигается достаточно туго. И, честно говоря, было мне непонятно. Вроде все жестко, вроде все классно, но туго. Первым делом я грешил на моторы, но моторы работают исправно, мягко и к ним претензий быть не может. После этого я проверил перпендикулярность уголком и понял, что есть небольшой перекос, из-за чего каретки по оси X и Y начинают немножко заедать. То есть для того, чтобы избавиться от этого перекоса, нашу конструкцию нужно делать максимально жесткой. А для этого нужно использовать на центральной балке монолитную конструкцию. В моем же случае она собрана из 2 кареток, 2 поддержек и самой направляющей. Из-за того, что используется очень много дополнительных узлов, которые соединены между собой винтами, мы не получаем высокой жесткости. Поэтому я уже спроектировал в программе Autodesk Inventor цельную балку по оси X. Ее мы будем изготавливать из той же полосы алюминиевой 8х40. Придется, конечно, поработать немного болгаркой и напильником. Но это будет самый оптимальный и самый лучший, на мой взгляд, вариант. Саму же рельсу МГН-12 мы разместим внизу. В принципе, нам придется немного перевернуть и переделать каретку. Но это не страшно, самое главное, что такая конструкция даст высокую жесткость и стабильность работы. Что касается боковых держателей шкивов, то здесь мы менять ничего не будем, потому что конструкция надежная и работает стабильно. То же касается и держателей моторов. Они также надежно и жестко закреплены, и поэтому такую конструкцию мы оставляем так, как есть. Как видите, друзья, работа проделана достаточно большая, очень много времени потрачено на исследование, на тестирование, на закупку разных комплектующих, на эксперименты, а это, друзья, совсем не дешево. Поэтому под своим видео я размещаю ссылки на AliExpress, которые позволят вам сэкономить, а мне добавят какую-то лишнюю копейку. Переходя по этим ссылкам, вы автоматически помогаете в развитии канала. А в своих видео я, например, размещаю ссылки на известные магазины Mellow Store, Mechanical Store и Big Tree Tech. Размещаю эти ссылки только потому, что эти магазины проверены лично мной. Я в них уверен, они вас не подведут. А это значит, что вы останетесь довольны покупкой. А для меня это очень важно. Так что, друзья, не судите строго за рекламу, она просто позволяет держаться на плаву моему каналу и покупать новые интересные девайсы для следующих обзоров. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Макс. Как говорится, to be continued, I'll be back.